Пасха – это не только религиозный праздник, это еще и праздник гастрономический, кулинарный. Ведь на Пасху пекут очень вкусные куличи. На Пасху очень красиво красят яйца. На нашем канале есть 3 сюжета, посвященные Пасхе. В одном из них я готовил куличи по нашему семейному рецепту. Так готовили мои бабушки, моя мама, так готовит моя жена. Мы с моей супругой за несколько десятилетий внесли несколько изменений в ее семейный рецепт и в мой семейный рецепт. И получили новый рецепт, идеально подходящий именно нам. Сейчас я хочу поделиться с вами этим рецептом. Пасха скоро, а вы умеете печь куличи? Хотите, научу? Да, я Сталих Ханкишиев, азербайджанец из Узбекистана. Берусь научить вас печь куличи. Знаете почему? Да ровно потому, что я съел их в 2 раза больше, чем любой мой сверстник из России. У нас семья очень большая, поэтому пропорции нашего фамильного рецепта для вас могут оказаться великоваты. На половину порции необходимо взять примерно 75 грамм дрожжей, чуть меньше, чем пачка. Раскрошите буквально пальцами, руками. Возьмите чайную ложку сахара и 5-6 столовых ложек муки. Муку надо брать, конечно, просеянную. Залейте большим стаканом теплого молока. Необходимо размешать так, чтобы в опаре не осталось никаких комочков. Опара должна подойти 3 раза. То есть подошла, вы ее перемешали, она опустилась. Фергана, где я родился и прожил первую половину жизни, была супер интернациональным городом. И Пасху у нас праздновали не только православные, но еще и немцы, и баптисты. Церковные календари чаще всего не совпадают, и поэтому почти каждую весну Фергану дважды окутывали тягучие ароматы сдобной выпечки. В Фергане к Пасхе бывает уже довольно тепло, поэтому окна кухонь распахивали настежь. А детей угощали, конечно же, не разбирая, кто какой национальности. Праздновали все дети и большинство взрослых. У любого узбека, крымского татарина или корейца обязательно были друзья и среди русских, и среди немцев. А еще было очень много интернациональных семей. Вот у нас семья была как раз такая, поэтому мама пекла каждый год и на русскую Пасху, и на немецкую. А пару лучше всего поставить в теплое место. Я поставлю у камина. Праздничным утром нас будили пораньше и наставляли. Сначала к бабушке, потом к тете Лиде, потом к тете Марте, потом к тете Элли. Мы стучали в двери, говорили непонятные для нас тогда слова «Христос воскрес», а за это нас крепко целовали и угощали крашенными яйцами, куличами, сдобной выпечкой. Мама и сама дома пекла, и поэтому все эти угощения мы потом доедали, не знаю, наверное, неделю, либо 2. На 1,5 стакана горячего молока необходимо взять примерно 300 граммов теплого сливочного масла и размешать. Масло и само растает, можно отставить его в сторонку, а пока займемся желтками и сахаром. 6-7 яиц необходимо отделить желтки от белков. Я делюсь с вами нашим фамильным рецептом, по которому мы с женой готовим уже 33 года. Он отшлифован годами и опытом. Мне довелось побывать в храме гроба Господня. И знаете, вот эти мраморные плиты, на которых лежал Христос, они имеют как бы такие выемки, углубления. Это паломники за эти много сотни лет отшлифовали эти плиты особым образом. Так и наш рецепт. Он отшлифован тысячами рук и тысячами сердец. Мы брали все самое лучшее, чем с нами делились другие люди. Мы нарабатывали собственный опыт. На 6-7 желтков 300 грамм сахара. Любите послаще? Можете взять и 350. Теперь сахар с желтками необходимо растереть до тех пор, пока желтки не станут белого цвета. Уже несколько лет я каждый год размещаю этот рецепт в интернете. И все, кто поверили в этот рецепт, остались в восхищении. Куличи получились отменными у всех. Знаете почему? Я, конечно, могу рассказать о микробиологии, об органической химии, о процессе выпечки, о термодинамике. Но кулич – непростая выпечка.
По сути, кулич – это символ чуда. А чудо разбирать по запчастям и выяснять, из чего же оно сделано, нехорошо. Чтобы чудо произошло, чтобы оно принесло радость, в него надо просто верить. Осторожно переливаем смесь яиц и сахара. И, конечно, немного волшебных приправ. Молотый кардамон, половина чайной ложечки, достаточно. Шафран, очень красивая специя, но, может быть, не каждому попадется. А хорошо бы, чтобы куличи получались желтыми, яркими. Тогда возьмите немножко куркумы. Куркумой тоже можно подкрасить тесто. И с верой в собственный успех мы теперь смешиваем опару и смесь масла, молока, яиц. Видите, все получается. Тесто живет, пузырится. Добавляем в него понемногу муки. Вот нет точной меры муки. Вот здесь надо будет чувствовать, сколько муки необходимо. О, тесто уже какое крутое. Ну давайте досыпем еще пару ложек. Все, дальше только руками. Руки я мою горячей водой не потому, что они у меня грязные были. Необходимо согреть руки. Потому что дрожжи – живые существа. И их жизнь – это тоже своеобразное чудо. И нельзя нарушать это чудо холодными руками, только теплыми, как с ребенком. Из этого количества продуктов получится столько теста, что понадобилась нам вот эта 7-литровая бадья. Вы это, пожалуйста, учитывайте. Видите, пока мы с вами разговаривали, тесто уже готово. Вот, отлипает от руки. Теперь покрываем тесто чистыми салфетками и оставляем в теплом месте подниматься. Вот как тесто поднялось. Пойдемте, надо добавлять изюм, цукаты, орешки. Вы же знаете, без этого разве куличи бывают? Только вот злоупотреблять не надо. Вот грамм 120, этого всего вполне достаточно. Мы берем изюм, сушеную вишню, фисташки. Будет хорошо, если цукаты вы слегка присыпете мукой. Не надо сыпать все орехи сразу. По чуть-чуть. Люди постарше помнят. Никита Сергеевич Хрущев обещал показать то Кузькину мать, то последнего попа. А наши бабушки, старушки тем временем потихоньку крестились и показывали Никите Сергеевичу кулич. Праздновали то 50-летие октября, то 100-летие Ильича, то уже другой Ильич отправлял комсомольцев строить БАМ. А куличи все время стояли на праздничных столах. И праздновали все, и комсомольцы, и верующие, и беспартийные, и члены профсоюза, и христиане, и представители других религий, и коммунисты, и атеисты. Кулич за столом объединял всех. Думаете, кулич появился только с зарождением христианства? Нет, ничего подобного. Куличи готовили на Востоке задолго до появления любой мировой религии. И он всегда являлся символом зарождения новой жизни, как и крашеное яйцо. Не случайно хорошие куличи имеют форму как бы церковной башни с куполом. И не случайно купола у наших мечетей и наших православных церквей имеют очень похожие формы. Между нашими народами намного больше общего, чем принято думать. Для того, чтобы куличи получились правильной формы, тесто еще раз должно подойти. Теперь формы и стол необходимо смазать маслом. Ни в коем случае нельзя подпылять под тесто муку, потому что мука забьет тесто, сделает его более грубым. Можно брать формы вот такие, красивые, керамические, металлические, я не знаю, любые формы. Но можно взять и обычные бумажные формы, и тоже все получится очень хорошо. Раньше, я помню, консервные банки не выбрасывали. В консервных банках выпекали куличи. Обязательно надо взять и небольшие формочки, маленькие. Мало ли, придется угостить одинокого человека. Или ребеночку подарить. Не жалейте масла. Пускай масла на столе будет немножечко больше, чем вы привыкли, потому что тесто довольно липкое. Тесто довольно много получилось. Посмотрите, сколько. Можно разрезать тесто ножом, а можно взять вот так руками и как бы выдуть тесто. Подворачивайте тесто вниз, чтобы верх получился ровненьким, кругленьким. Тесто должно занимать примерно 1/3 объема предполагаемой формы. Тесто еще раз должно подняться. И только тогда мы его поставим в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Маленькие формочки будут готовы за 15 минут. Средние за 20. В магазинах сейчас чего только не продают, но самая лучшая помада – это вот те самые белки, взбитые с сахарной пудрой. Берем вилочку,
И аккуратненько покрываем куличик. И теперь присыпаем украшениями. Давайте бусинок крупных поверху пустим, а по краям давайте обсыпем мелкими горошинками. Этот внуку отдам. Ну что, пошли к праздничному столу? Я родился в многонациональном городе, в великой стране, и теперь живу в многонациональной России. Мне бы хотелось, чтобы Пасха и Навруз стали поводом к общей радости, чтобы мы, как в моем счастливом детстве, угощали детей. И дети вместе с этим угощением получали урок любви и добрососедства. Я желаю всем зрителям крепкого здоровья, больших успехов в труде и, конечно же, приятного аппетита. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.